Подарки ветра. Жили-были дед и баба. Бедствовали они, конечно, с хлеба на квас перебивались. С осени до весны кое-как перезимуют, а с весны до осени лебедой и ягодой кормятся. Вот как-то разжился дед на лукошко пшеницы, да и говорит: «Все люди сеют и пашут, посеем и мы, будет у нас на осень свой хлеб». Посеяли, уродилась пшеница, как из воды. Старик со старухой рады роденешеньки, ходят каждый день, любуются пшеницей, радуются, а она, как пава, колосок к колоску. У соседей зависть берет. Такого урожая отродясь ни у кого не было. Наступила жатва. Дед серп наострил. Завтра, бабушка, пойдем пшеницу жать. А вдруг налетел страшный ветер, наползла черная туча, и выпал на дедову нивку град, да такой, что всю пшеницу выбил. Ни одного колосочка не оставил. Приуныл дед, голову наклонил, а баба ругается, орет: «Весь век я с тобой прозябаю, ни в чем тебе счастья нет. За столько лет разжились на семена и взрастили пшеницу, и тут беда постигла, беда не миновала. У других людей ни одного колосочка не сбила, а у нас и зерна не осталось». Утешает дед бабу. «Не плачь, бабка, не тужи, слезами и упреком беде не поможешь. Облако ветер нагнал, вот пусть ветер убытки и возместит». А баба опять за свое. Совсем старик с ума скатился, мелет языком не весь что. Ищи теперь ветра в поле. А дед ей отвечает: «Нет, я все-таки пойду с ветра спрашивать. Ветер виновен, пусть и искупает свой грех». Обулся, оделся, взял плетенку и пошел из дома. Долго ли шел, коротко ли, близко или далеко, да дошел он до высокой горы. А под горой дом большой стоит, в доме 4 крыльца, один на восток, другой на юг, третий на запад, а 4-я веранда на север. Слышит дед, загремели ведра. Подошла к колодцу баба. Старуха, еле-еле идет, набрала воды. Поздоровался дед: «Здорово, бабушка! Дай-ка я тебе помогу воду донести». «И тебе доброго здоровья, муженек! Спасибо на добром слове. Заходи в дом, передохни с дороги, а с ведрами сама справлюсь, я еще при силе». Ступили на крыльцо, зашли в избу. Старуха стол накрыла, гостя накормила, напоила, на печи спать уложила, да и стала расспрашивать: «Куда, муженек добрый, путь держишь? Куда странствуешь? По собственной воле к нам пришел или лиха беда привела тебя?» Бабушка, не знаешь ты моей беды. Взрастили мы со старой пшеничку, но нагнал ветер тучу с градом и выбило напрочь все, даже зернышка не осталось. Как теперь жить? Хоть с торбами по миру иди. Вот и пошел я управу у ветра искать». «Ну, что ж, этому лиху я могу помочь, ведь я мать всем 4 ветрам, и сыновья из-под моей руки еще не вышли. Со всего видно, обидел тебя мой меньший, мой озорной сын-полуночник. Степной он на такие выходки. Подожди немного.
Возвратятся сыновья домой, заставлю виноватого тебе все отдать». Через какое-то время донесся шум с той стороны, где солнце восходит. Растворилась порывисто дверь восточного крыльца, прилетел восточный ветер. Затем дыхнуло теплом с южной стороны, и влетел в дом с южного крыльца ласковый полдень ветер. В то же самое мгновение из двери, что на закат солнца выходит, появился закат-ветер, а дальше загремело, зашумело вокруг. Дом ходуном затрясся, и с хохотом и присвистом прискакал в дом северный полуночник-ветер. «Ох, и нагнал я сегодня страху судам на море! Назабавился, нарадовался, еще хочу!» Мать тем временем на стол накрыла, накормила сыновей, напоила, да и говорит: «Ну, кто из вас, сыночки, недавно беду совершил?» Тут же старика позвала. «Иди-ка, все расскажешь, да не бойся ничего». Слез дед с печи и рассказал о ветровой обиде. Притих полуночник, голову понурил. «Наверное, это ты, полуночник, такую пакость сделал», — ругает мать. «Что теперь скажешь?» «Виноват я, мама!» Полуночник головой качнул. «Ну, да зря, искуплю грех. А ты, гостенька, смелый и упорный, именно такие мне нравятся. Так ты не побоялся на меня управы искать, да всю правду, как на духу, выложить. Будь мне за собрата, а насчет пшеницы не печалься». Достал из-за пазухи сверток и подает старику. «На вот тебе скатерть-самобранку, всегда будешь сыт. Как только развернешь ее, скажешь: попить, поесть, и сразу же появится все, что ты хочешь. Только чур условимся, будешь возвращаться домой, на постоялый двор не заворачивай». Поблагодарил старого собрата и мать четырех ветров за ласку, гостинцы, попрощался со всеми и отправился в путь. Шел, да напрочь обессилел. Думает: придется в эту ночь в дороге ночевать. Сегодня в родной дом все равно не попаду. Странно. Чего это полуночник велел, чтобы я на постоялый двор не заворачивал? Что, я под открытым небом ночевать, что ли, буду? Хлеб свой, хоть к попу на постой. И свернул на постоялый двор. Сел к столу, покоится, а хозяин ему и говорит: «Хо! Может, поужинаешь, да пенящегося от усталости выпьешь? Заказывай». «Ничего мне покупного не надо, у меня все свое есть». Достал из-за пазухи скатерть, развернул, да и говорит: «Попить, поесть». «Мама родная, откуда все это взялось? Наставилось блюд разных, меды душистые да сладкие, закуски, стол». Прогибается. «Пей, ешь, не хочу». Хозяин глазами лупает, слова не проронит. Такого чуда век не видал. А старик, как ребенок, утешается: «Будет нам теперь с бабкой что есть пить, будет чем и добрых людей угостить». И на радостях приглашает хозяина: «Садись со мной ужинать, и всех своих, кого имеешь, зови. Всех гостинцев хватит». Хозяин окликнул женщину и детей,
и подсели все вместе к старику за стол. Сидят, угощаются. Дед выпил сладкого вина и крепкого меда, и зашумело ему в голове, песню запел. Тут и пришло хозяину в голову: вот бы мне такую скатерть поиметь. После ужина упал дед на скамью и крепко заснул. А хозяин взял, да и заменил скатерть-самобранку на точно такую же, только на самую обычную. На второй день проснулся дед до восхода солнца и пошел домой. «Где тебя нечистый носит?» Напустилась на него бабка. «Дома нет крошки хлеба, ни щепки дров, а ему и горенько нету». «Цыц, старуха! Садись к столу, угощайся. Чего только душа пожелает, пей да ешь, все, что хочешь». Усадил бабу за стол, развернул скатерть. «Попить, поесть». Что за наваждение? Ничегошеньки нету. Дед еще раз скатерть потрепал, разослал, ладонью хлопнул. «Попить, поесть». Опять ничего. А баба подхватилась, да за ухват. «Ох ты ж пусто-молот! Он еще и насмехается? Да, умом деда не понять. Вот тебе, противный!» Выскочил старик из избы, да наутек. Остановился за деревней. Так, здесь что-то не то. Видимо, обманул меня полуночник. Ну, да не на того напал. Теперь я дорогу к нему знаю, подумал дед. И пошел к матери четырех ветров. Шел и поздно вечером пришел к высокой горе, к большому дому, что с 4 крыльцами. И именно в ту пору братья ветры со всех 4 сторон в дом влетели, подхватили гостя и внесли в гостиную. Поздоровался старик с матерью 4 ветров и с братьями и говорит ветру-полуночнику: «Не по-братски ты, собрат, поступаешь. Твоя скатерть-самобранка только 1 раз меня напоила, накормила. Годится ли так надо мной насмехаться?» «Постой, постой», — говорит полуночник. «А заворачивал ли ты на заезжий двор?» «Заворачивал». «Ну так сам себя и упрекай, как меня не послушал». Достал кисет из-за пазухи. «Вот тебе еще один мой подарок, и возвращайся домой. Никогда, ни в чем нужды не будешь знать. Что понадобится, потряси кисет, и сколько надо денег, столько и натрясешь. Да гляди, никуда дорогой не заходи». Гостя напоили, накормили, и двинулся он домой. Сказка быстро говорится, да еще быстрее дед домой торопится. Шел и дошел до того постоялого двора, где раньше останавливался. «Ох, вот я устал, да и ноги больше не несут. Все равно мне домой сегодня не дойти. Переночую у знакомого хозяина». Зашел, поздоровался. Хозяин постоялого двора узнал деда, встретил гостя ласково. «Садись, муженек добрый. Отдыхай, ежели не гнушаешься нашими гостинцами. Заказывай, что с дороги поесть, попить». А деду и холодно, и голодно. Дай-ка попробую, чем меня наградил полуночник. Велел подать ужин еще и вина заказал. Хлопнул рюмку вторую и через час утомился, опьянел. Окликает хозяина. «Садись, хозяин, сам, и всех своих зови.
Да выставляй на стол, что только душе угодно, за все заплачу, щедро одарю. Хозяин засуетился, понаносил разных гостинцев и напитков, окликнул жену и детей, и все принялись вокруг блюд суетиться. Пьют, уходят, а хозяину хочется узнать, много ли у старого денег есть, да неизвестно, как он будет за все за это платить. Тужился хозяин, тужился и говорит: «Ну, муженек добрый, спасибо, что угостил, пора уже почивать. Ты же потому завтра, что ни свет ни заря уйдешь, то будь ласков, заплати мне сегодня». Дед достал из-за пазухи кисет-самотряс, тряхнул раз, другой, и посыпалось серебро и золото. Натряс, насыпал полный поднос денег. «Бери, хозяин, все, что есть, у меня этого добра хватает». А хозяин вытаращил глаза на старика. Сидит, слова не проронит. Затем схватил поднос, принялся деньги перещупывать. Деньги как деньги, и золото, и серебро, все настоящее. Вот это чудеса! Лег гость спать и уснул крепким-прикрепким непробудным сном. Спит, беды своей не слышит, а она тут как тут. Нашел хозяин такой же кисет, да и подменил на дедов. Рано утром вскочил старик со скамьи и пошел домой. Вот переступил он порог родного дома, выхватил из-за пазухи кисет и показывает: «Не ругайся, бабушка, на этот раз без обмана. Неси скорее лукошко на 3 денег, иди на базар, покупай, что душа пожелает». Принесла старая лукошко, поставила перед дедом. Тряхнул он его раз, другой. Выпала старая медная пуговица. Да и более ничего. Дед снова давай его трясти. Бесполезная работа. Тут баба принялась деда угощать, что под руку попало. Шлепает его, а сама, плача, приговаривает: «Ох ты, лжец, пустомолот! Погубил мне век несчастный! Все с тобой потеряла, светлого часа не видела, а на старость лет совсем с ума сошел. Каждый день все глупее становишься». Била, била, пока лукошко не разлетелось. Потом ухватила кочергу, а дед давай наутек. Выскочил из дома и бежал до тех пор, пока деревня из глаз не исчезла. Остановился. «Ну, — думает, — куда теперь податься? Баба ругает и бьет. И мне после такого обмана лучше домой на глаза не показываться. Пока управы не найду, домой не вернусь. А не подменил ли мне хозяин постоялого двора скатерть-самобранку и кисет-самотряс? Ветер-полуночник насмехается? Но пойду-ка я к своему собрату, потому что хозяин, если и подменил скатерть и кисет, все равно он не покается». Пошел дед к высокой горе в 3-й раз. Ветер-полуночник дома был. Вышел из дома и неприветливо встретил собрата. «Я все о тебе знаю. Опять меня не послушался. Пеняй теперь на себя. На вот тебе эту сумку и живи своим умом. Приспичит нужда, тряхни сумкой и скажи только: 2 из сумки, и увидишь, что будет. А теперь прощай». Ничего больше не сказал полуночник. Свистнул, вскрикнул, взлетел над облака и подался за 3-9 земель, за 3-9 морей.
Закинул дед на плечо сумку и поплелся домой. Идет и думает: хорошо бы вот сейчас попить, поесть. Дай-ка испытаю сумку. Сбросил ее с плеча, тряхнул, да и говорит: двое из сумки. В тот же миг выскочили из нее два парня с палками. И ну, давай деда бить-молотить. До тех пор били-молотили, пока он не догадался окликнуть: «Двое! В сумку!» Те сразу исчезли, будто их и отродясь не было. Дед бока потирает и рассуждает себе: недаром мне полуночник эту сумку дал. И вдруг ему показалось: это ж как с умом браться, то сумка-то может послужить добрую службу. Закинул он ее через плечо и пошел домой. Долго ли шел, коротко ли, а добрался до знакомого постоялого двора. Вот где работа моей сумки найдется. А хозяин увидел старика сквозь окно, выбежал на крыльцо. «Заходи, заходи, дорогой гость!» Завел он деда в горницу и вьюном вокруг старика вьется. Одежду вот сюда повесим, а сумку в этот угол поставим. Посадил он на скамью возле печи деда. Грейся, а я велю на стол собрать. Сегодня моя очередь тебя угостить. Суетится, кличет жену. «Женщина! Радость какая у нас! Посмотри, гость пришел, иди сюда!» Выбежала хозяйка, ласково поздоровалась, а хозяин шумит, хлопочет. «Скорее стол накрывай!» Стал самые вкусные гостинцы, самые сладкие вина предлагать. Стол накрыли, блюд всяческих наставили. Старика посадили во главе стола. «Пей, ешь, гость дорогой, да рассказывай, где побывал, что видел. А то мы сидим тут дома, ничего не видим, ничего не знаем, что на белом свете творится». Старик угощается и беседу поддерживает. А хозяин от сумки глаз отвести не может, подливает гостю вина. «Вкуси этого еще, не обижай отказом. Женщина, угощай гостя дорогого!» Смекнул старик. Это же хозяин к сумке подбирается. Сам пьет, ест, улыбается. Долго они пировали, столовали. Не утерпел хозяин, спрашивает: «Скажи, гостенька ласковый, а что у тебя в этой сумке? Небось, опять какая-то странность?» Говорит старик: «Это не сумка, а чудо. Как тряханешь ее и скажешь: двое из сумки, мигом появятся волшебники и все, что тебе вздумается, сделают». Слушает хозяин деда и смотрит на него ласково, а сам думает: ну, я буду не я, если сумку не украду. Побеседовали, поужинали, повели гостя в дальнюю комнату на мягкую перину. «Спи, отдыхай». А к хозяину сон не идет. Раздобыл он сумку, как две капли, похожую на ту, что у деда. А когда все в доме уснули, пробрался в гостевую и поменял сумку на свою. Дальше разбудил женщину и говорит: «Глянь, что я добыл! Теперь все мои желания исполнятся. Сначала пусть волшебники поставят дворец лучше царского, и поместье больше дадут, и станем мы по-барски жить, поживать». Фыркнул на сумку и воскликнул: «Двое из сумки!
Выскочили из нее два парня-молодца с палками. И ну давай хозяина с хозяйкой угощать. Только палки присвистывают. Хозяин с хозяйкой кричать боятся, чтобы дед не услышал. А парни из сумки лупят и лупят их. Невмоготу стало больше терпеть. Начал хозяин проситься. «Пощадите нас, ребятушки! По пригоршне денег вам насыплю!» А двое из сумки и на мгновенье даже не остановились. Молотят хозяина с хозяйкой, как горох на таку. Причитает хозяйка, плачет, а хозяин, как причитает, будто его резали. «Помогите! Спасайте!» Дед услышал, лежит, улыбается. А хозяин криком кричит, надрывается. «Ой, люди! Ой, убивают!» Ну, теперь пора выходить, потому что двое из сумки забьют вора до смерти. Пришел дед, а хозяин с хозяйкой уже лежат, еле живые. Стали они умолять. «Угомони, муженек добрый, драчунов своих! Не лишай в сиротстве детишек наших! Отдайте мою скатерть-самобранку и кисет-самотряс!» «Что ты, гость дорогой? Где же мы их возьмем? Сроду у нас такого не было!» «А как тут сумка моя оказалась? Знай, не отдашь моих чудес, будете побиты насмерть!» Тут хозяйке совсем стало плохо, завопила она. «Да покайся, мужик, жизнь дороже скатерти и кисета! Это же ты их взял!» Видит хозяин, некуда деваться, да и говорит. «Угомони, драчун своих, отдам тебе и скатерть-самобранку, и кисет-самотряс, да еще и коня с санями в придачу. Только не своди нас с мира белого!» Деду того и надо было. «Двое в сумку!» Спрятались парни с палками, а хозяин с хозяйкой лежат, стонут. «Ой, мир немилый! Ой, косточки живой не осталось! Совсем нас побили сильно! Кто же нас кормить, поить будет? Хоть бы ты, муженек добрый, пожалел нас, оставил бы нам скатерть-самобранку или кисет-самотряс!» Разгневался дед. «Мало вас проучили, вижу. Ну, быстренько отдавайте скатерть и кисет, а то окликну парней из сумки». Хозяин медлить не стал, достал из сундука скатерть и кисет. «Бери, бери, нам твоего не надо!» Старик потрепал скатерть, развернул и говорит: «Попить, поесть!» И сейчас же всякие блюда и напитки появились. Свернул скатерть, спрятал за пазуху. «Моя!» Трепнул еще раз. Второй кисет. Посыпалось серебро и золото. И кисет мой. Спрятал кисет, взял сумку. «Запрягай, хозяин, лошадь, мне ехать время!» Хозяин повелел батраку коня запрячь и вышел на двор деда провести, а сам охает да стонет. Сел дед в сани. «Прощай, хозяин, науки моей не забывай и на чужое не посягай». Да и уехал дед. Идет и улыбается. Надо и бабу немного проучить, напугать, потому как ржавчина меня точит. Подъехал к дому. Трррр! Выбежала старуха на крыльцо, увидела деда и ну ругать. «Все лето и осень прошнырял, на зиму домой прибыл. Кто здесь на тебя харчей напас?» «Иди, баба, в дом, не мерзни».
Зашли в дом. Баба причитает и еще сильнее ссорится. А дед трясанул сумку и говорит: «Двое из сумки!» Выскочили два парня с палками. «Кого надо разуму поучить?» Напал на бабу страх. «Ой, дедушка, пожалей меня! Слова тебе больше наперекор не скажу!» «Ну вот, давно бы так!» — сказал дед и крикнул: «Двое в сумку!» Спрятались парни с палками, а старик потрепал, скатерть развернул, да и говорит: «Попить, поесть!» И откуда это только все взялось? Появилось на столе множество блюд разных и напитков. Смотрит баба, глазам не верит. А дед приговаривает: «Садись, ешь, пей, что только вздумается, это все наше». Напоил, накормил старуху. Дальше взял кисет-самотряс. «Смотри». Потрепал он кисет раз, другой, и посыпалось серебро и золото, золото и серебро. «И это все наше!» Обрадовалась старуха, а дед рассказал ей, как им это чудо досталось, и как хозяин постоялого двора его обворовывал, и как он заставил хозяина отдать скатерть-самобранку да кисет-самотряс. «Ну, ничего, дедушка, все это прошло, что было, то за водой пошло. А у нас теперь всего вдоволь, и самим есть что поесть попить, и добрых людей поугощать». С тех пор зажили они в покое и радости. Кто из соседей в нужде, всем помогают, и от всех им почет и уважение. И тут вернулся из-за моря в свое имение господин. Узнал, что дед с бабой живут в достатке, и велел позвать к себе. Пришел дед. Господин спрашивает: «Был ты мужик мужиком, а теперь исправным хозяином стал. Говори, откуда что взялось?» Рассказал ему старик все по правде, а господин и говорит: «Ни за что не поверю твоим словам, пока собственными глазами не увижу». «Да сколько того деда?» Дед ему и отвечает: «Пойдем ко мне, и я тебе покажу и скатерть-самобранку, и кисет-самотряс». Господин повелел запрячь 3 лошадей, посадил деда с кучером на передок, а сам на подушке умостился. «Айда, показывай, дед, дорогу». Приехали. Завел старик господина в горницу, посадил, старуха принесла скатерть-самобранку. «Смотри, господин!» Потряс старый скатерть, развернул и проговорил: «Попить, поесть!» И заставился стол различными блюдами, всякими лакомствами и напитками. «Вкуси, Ваше Величество, нашего хлеба-соли. Надеюсь, здесь тебе все понравится», — приговаривают дед с бабой. Господин того вкусил, всего вкуснятина, что и говорить. Напился, наелся досыта, захмелел. «Ну, про скатерть-самобранку ты, дед, правду сказал. Покажи теперь кисет-самотряс». Принес старый кисет. Раз, другой тряханул, и посыпалось из кисета серебро и золото, золото и серебро. У господина глаза хищным огнем вспыхнули. Не может он от денег взгляда отвести. И далее говорит: «И про кисет-самотряс твоя правда, а теперь слушай мою правду.
сейчас же заверни эту скатерть-самобранку и кисет-самотряс и неси ко мне». «Помилуйте, августейший господин», – просят дед с бабой, – «как же это? То ж нам ветер-полуночник эти диковинки дал». Господин ногой топнул. «Тихо! Как вы смеете мне перечить? Вы оба мои холопы, и все, что ваше, то и мое. Ясно?» «Еще бы», — говорит дед, — «как не понять?» «Раз понял, иди и принеси. Я ждать не буду». «Бабушка, принеси мою новую сумку. Видишь, господин торопится». «Извините, ваша вельможесть, сейчас все сделаем». Баба принесла сумку, а господин подгоняет: «Быстрее складывайте». «Сейчас, сейчас, господин». Дед тряхнул сумкой и крикнул: «Двое из сумки!» Выскочили два крепких парня с палками. «Угостите господина щедро, чтобы до старости запомнил». Принялись ребята господина чествовать. Он сначала отмахивался, ругался. Потом, как запричитает: «Эй, кучер, выручай!» Прибежал кучер. Раз, другой, и его потащили палками. Видит кучер скверное дело. И давай назад наутек. А двое из сумки не могут угомониться. Бьют, дубасят, аж палки присвистывают. «Ну, разбойники!» – кричит господин. «Это тебе так не пройдет. Я с тобой поквитаюсь». «За меня, сударь, не хлопачи», — говорит дед. «Мне все равно, 7 бед, 1 ответ. А без тебя хоть людям легче станет, и то хорошо». Тут господин встал на колени. «Прости меня, муженек, клянусь, никогда на чужое добро не позарюсь». «Ну нет, сударь, не из того вы теста, чтобы на чужое не посягать. Вот как напишешь нам всем мужикам твоим свободную, да откажешься от имения и уедешь совсем от нас, то пусть так и будет, оставлю тебя живым. А нет, то отсюда у тебя одна дорога, на кладбище». А парни из сумки ни на миг не останавливаются и лупят господина вдоль и поперек. «Ой, не выдержал господин, завопил. Я на все согласен. Давай быстрее перо и чернила и бумаги принеси. Все, как скажешь, напишу, только живого отпусти». Принес дед перо, чернила и бумагу и повелел 2 парням из сумки угомониться. Господин написал всем своим мужикам вольную и имение им отписал. Дед бумагу прочитал, все правильно, и воскликнул: «2 в сумку». Спрятались бравые парни, а барин еле выполз из дома. «Завтра, — говорит, — выйду отсюда навеки. А ты, человек, никому не рассказывай, что меня тут отлупили». На другой день господин дымом вздымел. Мужики землю взяли и стали жить-поживать, деда благодарить.